Всем привет! Меня зовут Женя Арон. В первую очередь давайте поговорим о том, почему же все-таки чашечный бум. Мы все с вами видим, какой ажиотаж набирает обороты вокруг топа бюстье именно как одежда, не как белье. Насколько много всего предлагается в магазинах, насколько много ателье отшивают данную вещь, сколько топов бюстье и вообще конструкции бюстье берут за основу для свадебных платьев. Насколько это женственное изделие. И, соответственно, родился курс, который будет максимально раскрывать это изделие со всех сторон. Для того, чтобы построить качественно чашки, вы будете снимать мерки сами. Также будет видеоурок по поводу как снять правильно мерки. Для этого у нас и размечен манекен. То есть постарайтесь разметить свой манекен в таком же ключе до того, как сделаете снятие мерок. Дальше. Мы с вами поговорим о том, что вас ждет на курсе, какие материалы нужно будет вам закупать и какие формы мы будем использовать и какие техники мы с вами будем использовать в данном курсе. Давайте начнем с первого модуля. Это будет у нас конструирование. Мы будем строить вот такой топ. Сейчас я его покажу со всех сторон. Изнанка, лицо. Здесь у нас используются чашечки, также косточки пришивные и ткань корсетная. Давайте его хорошенечко просмотрим. Какую ткань лучше выбрать под данный топ? Так как мы будем использовать способ конструирования, в принципе, не важно, какая ткань у вас будет, главное, как она себя ведет при пошиве. Я выбрала достаточно сложную ткань. Это корсетный материал. Он практически не сутюживается, поэтому, если вдруг вы шьете первый раз и ни разу еще не шили данное изделие, поэтому советую вам взять что-то более натуральное, то есть с добавлением каких-то натуральных тканей. Может быть, атлас хлопок, может быть, это будет джинса, что дальше я тоже буду рассказывать. Третий вариант у нас будет из джинсы. Либо даже можно и костюмные ткани использовать, потому что они очень хорошо сутюживаются. Но если вы все-таки решите пойти сложным путем, не искать легких, все-таки лучше стоит взять вот такой сложный вариант для того, чтобы вам понять и прочувствовать, как эта ткань себя ведет. Так как наша конструкция должна повторять четко нашу фигуру, мы должны попасть один в один. Погрешности должны быть небольшие. Вот, поэтому советую все-таки идти сложным путем, да, но выбирать ткани те, которые вам под силу. Также мы в этом топе будем использовать вот такой материал. Это дублирующий материал, дублерин на трикотажной основе. Он не специализируется для белья, но мы его используем в пальтовых изделиях, в костюмных изделиях, и поэтому он очень круто держит саму форму ткани и сдерживает ее в своей нужной форме. Поэтому очень часто его использую. Неспроста я так разметила свой манекен. Здесь мы видим все наши нужные линии. Это высота талии под грудью, само основание чашки. То есть я прорисовала грудь и ее основу, чтобы найти подходящую ей косточку. Самое важное в нашем курсе – это правильно подобрать чашку и правильно подобрать косточку. Я не смогу использовать вот такие чашки, которые с большим пушапом. Я возьму потоньше, потому что она у меня хорошо ложится именно на манекен. Возьму чашечку, она у меня мягенькая, с маленьким пушапом. Я уже заранее подготовила, она подходит моему манекену. То есть вы в магазине берете чашку и просто должны ее приложить к своей груди. Или, например, если это ваш клиент, вы берете несколько размеров, которые должны ему подойти, например, тройка, двойка, единичка, которую вам скажет ваш клиент, или вы снимете с него в мерки. Вот таким вот образом, от основания до центровки, да, вы снимаете мерки со своего клиента. И также высоту и глубину чашки. И по этим меркам будете ориентироваться, если вдруг у вашего клиента, например, чуть больше, чем стандартная грудь. Соответственно, здесь я промерила, что она мне подходит и по глубине, и по ширине чашки. Я могу вам это продемонстрировать.
и прикалываю к своему манекену. Я смотрю его расположение, я смотрю, правильно ли закреплена грудь, нравится ли мне расположение этой чашки. И уже дальше буду смотреть, какую форму я буду для нее выбирать. Дальше. Самое важное – не упустить момент косточек. Смотрите, есть у вас чашка, у нее есть свое основание, да, оно у него есть, но чашка может немножко подстянуться, может растянуться на вашей груди, как больше подходит вашей груди. Поэтому подбирайте длину косточки именно под основание вашей груди, чтобы она четко повторяла под грудью. Если вы неправильно подберете косточку, и она будет заходить, например, на грудную железу, это будет безумно некомфортно и постоянной боли, да и просто не полезно. Поэтому мы смотрим на это основание и подбираем именно косточку под данное основание. Если вы затрудняетесь с выбором, и ваш клиент или вы очень трепетно к этому относитесь, просите у вашего клиента его любимый бюстгальтер, который ему очень удобен, и вы подберете именно идентичные косточки из этого бюстгальтера. И то же самое чашечки. Единственное, там не всегда подходит форма, но это не страшно, то есть тут вы можете обрезать форму и косточку искать там более короткую. Поговорим о том, что вам будет нужно на курсе. В первую очередь это манекен. Я выбрала светлый для того, чтобы его расчертить линиями, которые будут делить его на плоскости. То есть я его раскладываю на плоскости. Это плоскость верхняя груди, нижняя, боковая, также плоскости реберных поверхностей, да, это талиевая, боковая талиевая, и вот сзади тоже делю их на плоскости. Горизонтальные линии – это линии объема груди под грудью, обхвата груди третьего, самого главного, и обхват груди второй, это который у нас подходит наверху, то есть который проходит через наши подмышечные впадины. Также талиевая линия и бедерная линия. Бедерная нужна будет в том случае, если вдруг вы решите делать не топ, а платье. Это будет совершенно просто, здесь ничего сложного нет. То есть в модуле конструирования вы можете продолжить и строить себе юбку. И тем самым сшить не топ, а уже прям конкретное изделие, как платье, на основе топа бюстье. Повторюсь, мы выбрали корсетную ткань. Вы выбираете себе наиболее подходящую, которую, как вам кажется, вы осилите. Не выбирайте очень толстую, плотную ткань. Это, например, может быть пальтовые ткани, это слишком толсто для данного топа. Мы даже шили такие топы и из неопрена, но для того, чтобы просто прочувствовать, как строится и шьется данное изделие, лучше взять что-то более тонкое. Например, атлас с добавлением каких-то натуральных материалов. Есть хлопок атлас с составом 60/40, например, процентов. Но я взяла неспроста вот такую сложную ткань для того, чтобы прочувствовать, как ложится каждая линия, потому что здесь видно каждый изъян, то есть насколько правильно вы построили свою конструкцию. Далее, ткань. Полметра вам будет достаточно даже для изделия с лямками. Полметра на основу, полметра на внутреннюю часть подклада. Я уже говорила про клеевой дублерин, который вы полностью дублируете и основу, и подкладку, то есть берете 1 метр. Возьмите чуть побольше для того, чтобы себя обезопасить, если вдруг испортится какая-то из ваших деталей, и вам придется ее будет перекраивать. Ткань, дублерин. Сюда же пойдут у нас косточки, которые пришивные, это вот называется китовый укс или регелин жесткий. Можно его взять толщины сантиметр, можно 0,7, как вам будет удобней. Они будут прокладываться по всем нашим рельефам и между на подкладе. Самое основное – это чашка и к ней косточка, которую вы подберете идеально по чашке. Еще раз уделим минуточку внимания самой чашке. Она может быть покупной, она может быть готовой, она может быть вырезана из большой чашки до размера того, какой вам нужен. Но
вам обязательно нужно подобрать под нее правильную кость. Поэтому, если вы вдруг переживаете, что не подберете кость, купите сначала косточку под грудь, которая вам нравится, которая подходит под вашу форму, и подбирайте под нее чашку или подрезайте большую под нее, если вдруг вы выбираете размер побольше. И все мерки мы будем снимать именно с данной чашки, которую вы выберете. Обязательно косточка должна подходить по размеру, то есть она может ее немножко сдвинуть и держать, может немножко выходить за пределы, по миллиметру может, но не сильно, потому что если она будет заходить за пределы, у вас уже начинается пространство, которое живет своей жизнью, и топ не будет сидеть идеально. То есть обратите внимание на выбор чашки и кости. Буду повторять это много-много-много раз. Далее. Весь этот чек-лист, который вам будет нужен на нашем курсе, я также продублирую в методичке. Также вам понадобятся, естественно, нитки, которыми вы все будете шить. Также хочу заметить, весь курс будет пошит на профессиональной машинке. Я не специализируюсь на непрофессиональных машинках, поэтому все приспособления, которые я посоветую, они будут исключительно для профессиональной машинки. И если у вас она бытовая, спросите у продавцов аналоги для того, чтобы вам тоже облегчить себе работу. Ну что ж, я благодарю вас за данный урок и надеюсь, что у вас все будет получаться с первого раза. Если нет вам силы терпения, буду очень рада вам помочь. С вами была Женя Арон. Увидимся в следующих уроках.